Друзья, всем привет, с вами канал StableD. Сегодня покажу очень классный апскейлер для восстановления фотографий, фотореалистичных артов и не только. Это апскейлер на модели Flux Klein Adonis. А вот такие вот результаты мы можем получить с ним буквально за 30 секунд. Это 1280 разрешение, и вот такой апскейл у меня занял 30 секунд. Но результат может быть и лучше, если вы поставите 2048, там определенные настройки выставите. И, естественно, такой апскейлер будет подольше, но деталей будет больше. Если мы сравним, насколько эти лица похожи, то сходство 88%. Дальше переходим к старой фотографии. Здесь есть у нас некоторые дефекты. В принципе, все изображение достаточно испорчено было. Вот такое вот лицо. Оно очень точное на самом деле. 70% сходства здесь. Но это не самое сложное изображение. Дальше мы посмотрим более сложное изображение. Вот такой вот арт на модели Z-Image, по-моему, был сделан. Вот такие вот детали, текстуры на одежде. Вот такие текстуры на лице, на волосах. Очень неплохой результат. Опять же, за 30 секунд на разрешении 1280. Вот такая вот старая фотография. Здесь у нас, опять же, много различных дефектов. Они удалились. Но лицо как бы требует еще постобработки, но все же здесь детали очень неплохо вытянулись. И опять же, сходство достаточно высокое, 63%. А вот такое вот изображение. Здесь, опять же, сходство достаточно неплохое. Вот эти дефекты основные отсюда удалены, но изображение опять же требует постобработки. Далее вот такой вот у нас арт, вот такие вот детали на мелких элементах, очень все точно и очень детально. А дальше перейдем уже к более хорошей фотографии. Если изображение не совсем испорчено, то здесь результат совсем другой. Вот такая чистая просто фотография получилась и очень точная. Если мы нажмем на сравнить, 80% сходства. Следующий арт сгенерирован на SDXL модели. Вот такие вот детали у нас получились на 1280 разрешение. Обратите внимание на лапы, они как были испорчены, так и остались. Все-таки модель работает именно с мелкими текстурами, она не восстанавливает крупные объекты. А вот такая фотография, опять же, более-менее нормальная. Здесь тоже все достаточно неплохо. Обратите внимание на пятна, они как были тоже, так и остались. Даже мельчайшие вот элементы, они все сохранились. Но если мы наведем на лицо, то здесь деталей значительно больше добавилось. Опять же, волосы не выглядят как солома, они выглядят более-менее фотореалистично, 65% сходством. Здесь у нас арт на SDXL модели был сделан еще очень-очень давно. Вот такие детали после этого апскейлера на лице можно получить. Следующая фотография очень сложная для восстановления. Я обычно на этой фотографии, вот как мне советовали в большом чате, проверяю, насколько система точно восстанавливает изображение. Посмотреть здесь на лицо, здесь его, в принципе, и глазом-то очень сложно определить, потому что основные черты, они просто перечеркнуты ручкой здесь. Но сходство для такого вот изображения очень высокое, 58%. Если мы такое изображение закинем на банана, то лучшего результата именно по точности не получите. По качеству, может быть, да, но по точности нет. Опять же, вам ничто не мешает потом вот это изображение закинуть на банана и получить уже чистое изображение. А вот такой вот у нас арт, тоже на Qwen модели, по-моему, давно сделан. А вот такие там детали были, немножко размытые, и вот такой вот у нас результат. Обратите внимание на решетку, на мрамор, на пыль, которая там на этом мраморе. Все очень фотореалистично, очень круто и очень, самое главное, точно. Это у нас арт на Qwen модели. Опять же, достаточно точное восстановление, причем на всех элементах, на мече, на одежде, на щите. Все очень неплохо. И действительно стало изображение более фотореалистичное. Это у нас просто тоже арт на Qwen модели. Тоже добавились детали, но изображение такое же, в принципе, чистое. Вот это у нас генерация на SDXL модели, и восстановление здесь уже 1536 разрешение. Ну, 1536 на 1536 имеется в виду. Вот такие вот детали. И смотрите, вот следующее сравнение, это 2048. 1536, 2048. Можно вот такие вот детали получить, но обратите внимание на палец, он, как был на SDXL модели, коряво сгенерирован, и зубы тоже, так они остались. То есть это точный апскейлер, он не будет вам что-то там исправлять, но опять же, это Klein модель, есть промпт, и я думаю, за счет промпта там можно много чего получить. Друзья, вот такая вот схема на Confi.ui, вы ее можете скачать на Boosty, но также вы можете у автора скачать его схему, Adonis, Workflow и две вот этих вот модели лора, которые необходимы для вот этой схемы. А на вот этой страничке, смотрите, эта схема очень сильно отличается от того, что я вам буду показывать, и результат там тоже сильно отличается. Просто если у вас на той схеме не получится, это не означает, что здесь нельзя получить хорошего результата.
Если у вас не установлен Confi.ui, перейдите на мой YouTube или Rutube канал и найдите вот такое вот видео. Это портабельная настроенная сборка, которая устанавливается буквально одной распаковкой. Распаковали, посмотрели видео, как ей пользоваться, и в принципе у вас проблем не должно возникнуть. Схема вот такая вот. Здесь у нас специфические сэмплеры используются. CloudShark сэмплер 1 и 2. Первый сэмплер работает на лоре Adonis Base, второй на Adonis Refiner. Поэтому здесь два сэмплера и две лоры. Но, честно говоря, в принципе-то и не обязательно здесь две лоры использовать. Вот эта вот лора основная, на мой взгляд, она больше деталей дает. Но, опять же, для различных результатов можно и второй лоры тоже пользоваться. Она немножко почище результаты дает. Давайте по порядку разберемся. Здесь мы загружаем изображение, фотографию, какое-то старое фото с вашего старого смартфона, которое размытое, не детальное, вы хотите придать ей вторую жизнь, либо установить какую-то фотографию, либо какой-то арт, придать ему больше фотореализма. А эта схема отлично для этих всех задач подходит. Также для нефотореалистичных артов, наверное, тоже подходит. Детали она тоже выдавит, скажем, из любого, наверное, изображения. Но вот с чем она плохо работает, это с мелким текстом. Мелкий текст она портит. Эта схема, она универсальная, вы ее можете использовать в различных своих workflow, дополнением, как бы просто копируйте всю вот эту группу, Ctrl-C, вставляете в свой workflow, и вот сюда вот вместо входного изображения специально вынес Reroute, подсоединяете просто ваше выходное изображение из генерации, например, и дальше уже ваша генерация будет апскейлиться. Какие модели нам понадобятся? Смотрите, модель нам понадобится Flux Klein 9B NVFP4. Клиповая модель любая, Qwen 3.8B, например, GGUF, вот такая от Q4KM отлично подходит. Любая другая здесь подойдет, разницы не будет. Y, опять же, от Flux 2 используем. И вот такие вот две лоры от Adonis. Одна Base, а вторая Refine. Первая работает в первом сэмплере, вторая работает во втором сэмплере. Если вы обратите внимание на вот эти сэмплеры, они подкрашены краски в цвет этой лоры. Следующее, очень важное, это подсказка. Смотрите, это все-таки Klein модель, Edit модель. Она замечательно слушается подсказки. Все, что вы здесь пропишете, оно будет учтено, как правило. А вот такие вот записи я сюда добавил. Опять же, перелопатить этот промпт можно очень детально. Я думаю, очень много всего можно получить с этой схемы. Да, обращайте внимание здесь на подсказку. Здесь есть контрольное слово, вот это триггерное слово. Его обязательно нужно добавлять в самом начале, чтобы вот эти вот две лоры, они правильно задействовались. Если не добавите или, в принципе, выключите эти две лоры, то результат будет совершенно другой. Вы такие детали даже близко не получите без вот этих двух лор. Дальше это у нас сэмплер. Первый сэмплер, второй сэмплер. По сути дела, здесь ничего менять не нужно. Все, что нужно менять, я дальше вот здесь вот привел в настройках. И настроек здесь очень много. Первый параметр – это включить и выключить вообще Adonis, если вы хотите проверить, если вы не уверены, как бы, работает ли это лора или нет. Да, вы можете это отключить, посмотреть, какой будет результат. Вы точно увидите, что результат будет совершенно другой. Следующее – это разрешение. Разрешение здесь может быть от 1280. Большинство из тех примеров, которые я вам показал, именно на вот таком разрешении были сделаны. Это я уже потом пришел к выводу, что можно и 1536, даже и 2048 подать. Может быть, даже и больше можно разрешения включить. Все-таки модель это не очень тяжелая, это NVFP4, еще и Klein модель 9B. Ее можно все-таки очень здорово крутить. По видеопамяти, я думаю, проблем у многих быть не должно. Если у вас там 16 гигабайт видеопамяти, точно, наверное, можно и больше разрешений поставить. Но 1280, естественно, намного быстрее будет делать апскейл. Возможно, вам для большинства ваших задач достаточно будет 1280. Здесь я сделал пометку, если вы используете Refiner, вот этот вот, то только 1280, потому что он начинает сильно портить изображение, либо детали просто не появляются при увеличении разрешения. А вот если вы отключаете сам Refiner, то можно и больше разрешения выставлять. То есть получается, что модель Base, она работает на большем разрешении, чем модель Refiner. А как их отключать правильно? Смотрите, вот здесь их не надо отключать. Вы можете отключить вот эту вот лору, например, вот в этом узле. Здесь мы выставляем, сколько шагов у нас пройдет base модель. Если мы здесь поставим -1, соответственно, все шаги она пройдет, сколько вы здесь поставите. А шаги выставляются вот здесь. В данном случае 30 шагов, но мы сейчас поговорим про это. А если вы здесь поставите, например, половину, там 15 шагов, то в этом случае у нас половина проходит base модель и половина проходит refiner модель. А refine модель вот эта, она все-таки делает изображения такие поаккуратнее, меньше шума,
но деталей тоже будет меньше. Опять же, обязательно проверьте. Мне показалось, что вот -1 работа только на бейс модели, она даже по деталям интереснее. Но мне так показалось, это, по крайней мере, с артами. Может быть, для восстановления фотографий все-таки нужно Refine включить. Я вот для всех тех изображений, которые вам показывал, Refine все-таки включал. Здесь у меня стояло, по-моему, 5 шагов всего лишь из 16. Здесь я использовал 16 шагов на всех этих примерах. Так вот, количество шагов, смотрите, количество шагов можно ставить от 8 до 40 даже. Чем больше шагов, тем больше детализация, тем дольше генерация, естественно, у вас происходит. Да, и 40 шагов, конечно же, будет интереснее, но, возможно, вам не всегда вот эта вот прям сверхдетализация такая нужна. Большинство примеров, которые я вам показал, на 16 шагах были сделаны, но в конце вот я пришел к выводу, что 30 шагов, ну, получше результат, подетальнее выдает, особенно при большом разрешении. Детали все-таки видны, что их больше становится. Это просто сит, вы его можете зафиксировать, либо рандомизировать. Если вы хотите там какие-то эксперименты делать, можете зафиксировать. Следующее – это добавление шума. Здесь небольшой шум в конце добавляется, совсем мелкий. Чем больше вот эти два значения, тем больше этого шума, тем он крупнее становится. Шум придает такую некоторую фотореалистичность, ну, поинтереснее изображение становится. Но если вам это не нужно, вам нужно максимально гладкое изображение, то просто забайпасьте этот узел. Узел Color Match предназначен для сохранения цветов изображения, то есть исходные цвета с исходного изображения, ну, с вероятностью там процентов 80-85 будут похожи на наш результат. Если мы этот узел отключим, то цвета будут немножко другие, поэтому вот этот узел здесь есть. Если он вам не нужен, то просто выключите этот узел. А следующие два параметра – это сила воздействия Lore Base и сила воздействия Lore Adonis Refine. Чем больше это значение, тем будет больше эффект, больше деталей. Если вы понизите два этих значения, это все равно, что вы как бы постепенно отключаете эти две лора. Естественно, без этих лор деталей значительно меньше. Чем большее значение, тем больше деталей. Но если эти значения сильно повышать, то как бы изображение такое какое-то HDR становится и с каким-то еще шумом дополнительным. Но какой-то эффект, мне кажется, немножко негативный начинается. Опять же, можно поэкспериментировать вот с этими вот значениями. В данном случае у нас -1 стоит, это сила только бейс имеет здесь значение. Поэтому можете поставить побольше, может быть, будет эффект и более даже детальный, но мне показалось, что 0,8 здесь оптимально. Ну и еще один параметр – это вид шума, который у нас подается в сэмплеры. Здесь очень много различных шумов и очень разные результаты на них получаются. А вот такой вот шум здесь был по умолчанию в схеме, которую автор предлагал. Я его оставил, я экспериментировал с различными, но так и не понял все-таки, какой из этих вот вариантов шума лучше. Если у вас какие-то есть предложения, напишите в комментариях, будет очень интересно почитать и мне, и другим пользователям. Итак, давайте здесь поставим сейчас для начала 16 шагов и разрешение 1280. Нажимаем Run, у нас начинается генерация. И давайте сразу посмотрим на потребление ресурсов. Ресурс у нас потребляет всего лишь 12 гигабайт видеопамяти. Оперативки у меня сейчас 30 вместе с этим стримом потребляется. Но, в принципе, я так понимаю, что больше видеопамяти и не забирается. На 8 гигабайтах такая схема точно будет работать вот с такими настройками. Итак, друзья, генерация закончена. Давайте посмотрим на время генерации. Это заняло у нас 31 секунду. А также обратите внимание здесь на Sage Attention. Я вот добавил. А если у вас Sage Attention не подключен, не установлен в сборку Config, то нажмите здесь Disable, чтобы не было ошибки. По умолчанию здесь оставлю Disable, но если он установлен, то поставьте Auto, значительно ускорит время генерации. Давайте посмотрим на результат. Результат у нас вот такой вот на 1280 и 16 шагах. Сейчас давайте посмотрим, что у нас получится на 30 шагах, и разрешение поднимем до 2048. И здесь мы давайте поставим 30 шагов. Нажимаем Run. Давайте посмотрим опять же на потребление ресурсов и на время, продолжительность этой генерации. Потребление ресурсов у нас возросло до 15 гигабайт. Опять же, это вообще очень немного. Все-таки модель здесь NVFP4, она очень легкая и к тому же быстрая. Итак, генерация подходит к концу. Потребление видеопамяти до 16 у нас поднялось. И вот генерация закончена. По времени давайте сразу посмотрим, сколько у нас этот апскейл уже занял. Это 246 секунд. Это уже значительно дольше, но и деталей у нас должно получиться значительно больше. Вот такая вот у нас детализация. Конечно же, тут детализация очень сильно отличается. Некоторый шум на фоне присутствует, но детали, особенно на лице, значительно больше. Опять же, на лошади и шерсть, и текстура одежды. Здесь все значительно лучше проработано.
И, в принципе, само изображение стало, мне кажется, больше похоже именно на фотографию. То есть вот такое вот у нас изображение изначально было, вот такой вот у нас результат получился. Если приблизим, то вот такие вот детали. Ну и давайте сравним результат, который у нас получился на разрешении 1280 и 16 шагах, и на вот таком вот разрешении 2048 и 30 шагах. Слева у нас при меньшем разрешении 1280, справа у нас 2048 разрешение. И детализация здесь, конечно же, сильно отличается. Тут значительная разница. Но и апскейл такой же значительно дольше по времени занимает. Хотя он, мне кажется, того стоит, если он действительно такой нужен. Смотрите, даже вот такой вот, в принципе, апскейлер, который на 1280 разрешении и 16 шагах, он придаст вашему фотореалистичному арту больше деталей, больше фотореалистичности, я думаю, в любом случае. И такой апскейлер будет очень быстро. Его можно встраивать в различные ваши схемы генерации. А вот таким вот уже апскейлером пользоваться, когда вы хотите получить, в принципе, максимум. На этом, друзья, спасибо за просмотр. Если вам это видео понравилось, обязательно поставьте ему лайк. Для меня это очень важно. Подпишитесь на канал, если вам не сложно. И заходите на мои ресурсы. Это Boosty, там я прикладываю подробные инструкции и там много различных рабочих процессов. И также мой телеграм-канал, там выкладываю различные новости, которые, на мой взгляд, мне кажутся интересными. На этом вам удачной генерации, хорошего настроения. Всем пока.